Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Английский паб. Поехали! Что же такое английский паб в 21 веке? Это что-то вроде гостиной для местных. Это не бар, где люди только пьют. В пабе акцент сделан на общение и времяпрепровождение. Пиво является приятным дополнением к досугу. Так как пабы являются местом сбора жителей окрестного района, то и нравы в заведении зависят от посетителей. В рабочем районе пабы соответствующие. Люди там простые, может случиться и драка. В студенческих районах та же ситуация. В Лондоне они часто заполнены туристами, которые просто хотят зайти в тот самый английский паб. Заведения в хороших районах наполнены местным средним классом. Драк там практически не бывает. За столами сидят старушки и попивают сидр или винцо. Короче, все чинно и благородно. Смысл паба в том, что это точка сбора для местных. Чтобы поймать дух паба, надо в него постоянно ходить. В маленькой деревне ты за столом или стойкой увидишь соседа, можешь увидеть своего почтальона, продавца из лавки и тому подобное. Именно в этом смысл. У нас в стране люди ходят в гости. В Англии ходят в паб. Обычно его владелец тоже местный и живет в этом же здании. Что подают в пабе? Конечно, пиво. Бывают пабы с 3-4 сортами. Бывают пабы с 16 сортами. Все зависит от посещаемости и размера. Типы предлагаемого пива – эли, лагеры, портеры. Для Англии традиционными видами считаются эли и портеры. Внутри элей несколько разновидностей. Например, коричневые эли, мягкие эли и бледные эли. Типично британским элем считается APA – Indian Pale Ale. Также типичным является биттер. Размер стакана – пинта, то есть чуть больше, чем пол-литра. Также можно попробовать половину пинты. Пиво отменное. Я вообще больше люблю бельгийские сорта. Но в Англии с пивом все хорошо. По качеству нареканий нет. Ни в одном пабе я не встретил кислое или просроченное пиво. В Москве и Питере это довольно распространено. В рабочем квартале за кислое пиво ты можешь отхватить в челюсть. Пиво можно выпить за стойкой или можно выпить стоя рядом со стойкой с друзьями. Можно выпить за столиком с семьей, а можно
вынести на улицу и выпить на скамейке у паба. Общее правило примерно такое. Если ты за столом, значит ты ешь и общаешься с теми, кто за столом. Если ты за стойкой, то готов к общению с любым. Кстати, каждый 4-й британец нашел свою половинку в пабе. Заставляет серьезно задуматься. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока.